Всем большой привет! Меня зовут Инесса Пирогова. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Предлагаю приготовить очень-очень вкусные булочки. Я просто очарована ими. Безусловно, буду печь их еще и не раз. Рекомендую незамедлительно приготовить их. Семь граммов дрожжей смешаем с парой ложек муки и 1 столовой ложкой сахара. Теплое молоко добавим к сухим ингредиентам. Перемешаем и дадим им активироваться. – 500 граммов муки за минусом 2 ложек, которые мы положили в опару, просеем. Добавим 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли и 100 мл растительного масла. Яйцо разделим на белок и желток. Белок взбиваем в пену. И также добавим в чашу к остальным ингредиентам. Желток пойдет на смазку поверхности булочек. Добавим опару и замесим тесто. Хорошенько вымесим тесто на рабочей поверхности. Положим в чашу и прикроем пленкой. Убираем в теплое место для расстойки на 1,5–2 часа. Готовое тесто разделим на 5 частей. Можно, конечно, разделить и на большее количество кусочков, это по желанию, тогда будет больше слоев. Даем отдохнуть 10–15 минут, прикрыв полотенцем или пленкой. Каждую часть скалкой раскатаем в тонкую лепешку. И смажем растопленным сливочным маслом. Накладываем лепешки одна на другую и еще раз раскатаем в большую лепешку около 40 см диаметром.
Разрезаем ее на сегменты треугольники 15-16 штук. На широкий край треугольников кладем по чайной ложке вареной сгущенки. Начинка может быть любой, по вашему вкусу. Закрепим бока так, чтобы начинка не вытекла при выпечке в духовке. И свернем рулетом. Выкладываем булочки на противень, застеленный пекарской бумагой. Смазываем их желтком с 1 столовой ложкой молока и присыпаем сахаром. Даем им время на расстойку около 15 минут. Выпекаем в заранее разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Вынимаем из духовки, даем остыть и можно попить чайку с вкуснейшими булочками. Приятного аппетита!